Всем привет! С вами видеоредакция «Без фальши». Период после Пасхи – особое время в традиционном укладе жизни восточных славян. Почему так? Дело в том, что во время Великого Поста, Страстной и Светлой Седмицы нельзя было играть свадьбы. Зато начиная с Красной Горки, то есть первого воскресенья после Пасхи, на Руси начинали венчать молодых влюбленных. И сегодня мы с вами находимся на ВДНХ, в Доме культуры, где пройдет инсценировка традиционной русской свадьбы. Обряд будет состоять из ритуалов, собранных со всех уголков России. Накануне свадьбы невеста собиралась с подружками на девичнике. Они украшали свадебное деревце, которое олицетворяло саму невесту, и пели прощальные песни. Для северной традиции особенно характерен ритуал оплакивания. Невеста причитала, зная, что не вернется в родительский дом. Происходило как бы символическое умирание незамужней девушки. Потому свадьбу на севере и именуют свадьбой-похоронами. Для этого ритуала также могли пригласить специальную плакальщицу. На следующий день жених отправлялся в дом невесты. Жениха встречали подружки невесты, которые требовали выкуп за нее. Особенно это было распространено на Западе. Еще жениха просили показать свои таланты, например, сплясать. Когда жених наконец проходил все испытания и встречался со своей возлюбленной, все гости пели величание. Молодых осыпали зерном и хмелем с пожеланием плодородия и богатства. Важным этапом в традиционной свадьбе было благословение родителей. В доме жениха перед молодыми расстилали шубу. Это сулило паре достаток и благополучие. Жениху и невесте предлагали испробовать каравай. Кто больше откусит, тот и будет главой семейства. Вот как хочешь головой быть, так и кусай побольше. Давай. Теперь молодые отправлялись в дом жениха. Здесь невесте меняли прическу, заплетали косы, приговаривая: одна коса для мужа, другая для Бога, и надевали головной убор замужней женщины. Во время праздничного застолья молодые подносили каравай каждому гостю. Теперь уже их величали как мужа и жену. Первые испытания на долю невесты выпадали уже в день свадьбы. Новые родственники проверяли ее на хозяйственность. Они рассыпали солому и сено вперемешку с монетами, а невеста должна была монетки собрать, а ссор вымести и сжечь. Гости же нарочно ей мешали. Родные и близкие поздравляли новоиспеченных мужа и жену. Все гости веселились, пели и плясали.
На такую свадьбу может попасть каждый, и не только в качестве гостя. Проект «Исток» приглашает как молодоженов, так и людей, которые давно состоят в браке, погрузиться в традицию, укрепить свои отношения и испытать новые эмоции. Ну а мы желаем вам искренних чувств, без фальши.